Молодая женщина по имени Молли привела домой чернокожего бездомного и позволила ему принять душ в ее ванной. Но когда он закончил принимать душ, Молли упала в обморок, увидев это. Очень холодной январской ночью Молли возвращалась домой после вечерней смены, чувствуя пронизывающий холод даже сквозь толстую зимнюю куртку. Проходя по общественному парку, расположенному всего в 2 шагах от ее дома, она заметила мужчину, который сидел на земле, завернувшись в одеяло. Молли была потрясена, увидев бездомного в такую холодную погоду. Будучи доброй женщиной, Молли подошла к мужчине и увидела, что он дрожит под грязным рваным одеялом, которым укрылся. Почувствовав присутствие Молли, бездомный быстро повернулся к ней и улыбнулся, ожидая милостыни. Молли сразу заметила, что он выглядит грязным. Она могла поклясться, что он не мылся несколько недель. Тем не менее, его улыбка подействовала на Молли благотворно. Что-то внутри подсказывало ей, что судьба привела этого человека на ее путь по какой-то особой причине, и она сразу же почувствовала необъяснимое желание помочь ему. Когда мужчина заговорил, Молли заметила, что он выглядит, возможно, старше своего реального возраста. Девушка подумала, что этот человек, похоже, отчаянно нуждается в теплой ванне, горячем супе и теплой чистой постели, чтобы переночевать. Бездомный быстро поднялся и продолжил улыбаться Молли, ожидая от нее денег. Девушка улыбнулась в ответ, пытаясь объяснить свой план. Бездомный был потрясен, когда Молли закончила говорить. Никто никогда не делал ему такого необычного и щедрого предложения с тех пор, как он начал ночевать на улице. Казалось, он некоторое время размышлял, прежде чем с радостью принять предложение. Молли была явно довольна, что он так поступил. Парочка разговорилась, пока они медленно шли к дому Молли. Она представилась бездомному мужчине, который сказал ей, что его зовут Джимми, и что последние 2 десятилетия он жил на улице. Но когда Молли спросила, почему он был вынужден начать жить на улице, он ответил, что это просто судьба, но не стал вдаваться в подробности. Поэтому Молли решила не настаивать на этом вопросе. Довольно скоро странная парочка прибыла в скромную квартиру Молли. Джимми был ошеломлен, оказавшись в таком чистом и хорошо обставленном доме. Прошла целая вечность с тех пор, как он бывал в таком уютном доме. Молли сначала показала Джимми ванную, а также принесла новую бритву и полотенце. Она уговаривала бездомного провести в ванной столько времени, сколько ему нужно, пока она готовила для него горячий суп и макароны. Джимми был удивлен добротой Молли. Он никогда не думал, что такие добрые люди, как она, все еще существуют. Девушка отправилась на кухню, чтобы начать готовить, и вскоре по всему дому разнесся восхитительный аромат кипящего горячего супа. Примерно через час Молли уже ждала за обеденным столом с тарелками горячего супа и макарон. В этот момент дверь ванной со скрипом отворилась, и на кухню вошел Джимми. Теперь он выглядел совсем не так, как тот бездомный, которого Молли нашла свернувшимся калачиком в парке всего час назад. Когда Джимми подошел к обеденному столу, Молли пристально посмотрела на него. Ее рот был широко открыт, а на лице застыло озадаченное выражение, прежде чем она рухнула на пол и потеряла сознание. Джимми был невероятно ошеломлен, когда увидел, что Молли потеряла сознание. Он сразу же бросился к ней и начал трясти, выкрикивая ее имя, но она никак не отреагировала. Не зная, что еще можно сделать в такой ситуации, Джимми немедленно выбежал из квартиры и начал во весь голос звать на помощь. К счастью, 2 соседей услышали крик о помощи и прибежали к Джимми, который быстро отвел их в дом. Вскоре один из соседей подогнал свою машину. Затем они погрузили потерявшую сознание Молли в машину
и отправилась в ближайшую больницу. Позже главный врач сообщил Джимми, который беспокойно расхаживал по комнате ожидания, что Молли потеряла сознание в результате сильного шока. С обеспокоенным выражением на лице Джимми бросился в палату. Молли потребовалось несколько минут, чтобы полностью вспомнить, что произошло и где она находится, но когда она, наконец, вспомнила, произошло нечто удивительное, и все это началось с детства Молли. Ее воспитывала мать-одиночка по имени Беверли. У них были прочные и любящие отношения. Но, повзрослев, Молли заметила в своей матери кое-что странное. Она никогда не упоминала о биологическом отце Молли. Молчание Беверли о нем наводило на мысль, что Молли была зачата в результате непорочного зачатия. Однако Молли знала, что у нее есть отец, и ей не терпелось узнать о нем побольше. Однажды поздно вечером, когда Молли было 16 лет, она, наконец, набралась смелости и спросила маму о своем биологическом отце. Сначала Беверли притворилась, что не услышала вопроса Молли, и просто сменила тему. Но Молли не собиралась так легко сдаваться. Она годами ждала именно этого ответа, поэтому она повторила вопрос своей маме. Внезапно Беверли разрыдалась и рассказала Молли, что ее отец Пол погиб в результате ужасного несчастного случая, когда ей было всего 2 года. Лицо Молли сразу же помрачнело, но не из-за информации о кончине ее отца, произошедшей более 10 лет назад, а потому, что ее переполняло чувство вины за то, что она заставила маму плакать. Молли тут же встала, подошла к маме и поклялась никогда больше не поднимать тему об отце. Беверли перестала рыдать, и мать с дочерью довольно долго стояли, крепко обнявшись. Молли поняла, что кроме матери у нее никого не было, и полюбила ее еще больше. К сожалению, их отношения прервались, когда у Беверли обнаружили рак, и в итоге она проиграла битву с болезнью. Молли тогда было 23 года. Она была убита горем. Она потеряла отца, а теперь и маму. Она чувствовала себя совершенно одинокой в этом мире. Представьте, какой шок испытала Молли, когда Джимми вышел из ванной, и она узнала в нем своего отца, которого считала мертвым. «Папа, мама сказала, что ты давно умер», — сказала Молли, продолжая выглядеть крайне ошеломленной и растерянной. Улыбка Джимми мгновенно исчезла. Он сел на ближайший стул и долго молчал, пытаясь оправиться от шока. Молли села на кровать и продолжала смотреть на Джимми в полном недоумении, гадая, не совершила ли она только что большую ошибку, назвав его своим отцом. Наконец Джимми сказал: «Да, мой маленький ангел, я не виню Беверли за то, что она солгала тебе. Должно быть, ей было стыдно за мою печальную историю». «Какую печальную историю?» — тут же спросила Молли. По словам Джимми, он женился на Беверли сразу после окончания школы. Пара жила мирно, пока его не постигла трагедия. Джимми взял огромный кредит в банке для инвестирования в новую онлайн-схему быстрого зарабатывания денег. Именно его лучший друг и коллега Джон познакомил его со схемой, которая обещала колоссальную прибыль в размере 30%. Всего за 2 недели. Джимми собрал все свои деньги и вложил в эту схему $750 тысяч, но к своему крайнему ужасу всего через 3 недели обнаружил, что это была всего лишь финансовая пирамида и масштабное мошенничество. Вот так деньги Джимми в мгновение улетучились. Он был настолько подавлен своей потерей, что подумывал о том, чтобы покончить с собой. Вскоре Джимми связался с плохой бандой, пристрастился к наркотикам и стал наркоманом. Постепенно он превратился в тень самого себя. Беверли изо всех сил старалась спасти Джимми, но все было тщетно.
Он не помнит, как это произошло, но однажды утром он очнулся и обнаружил, что находится в психиатрической больнице. Позже Джимми узнал, что накануне днем у него в офисе произошел полный психический срыв. Он начал кричать, что что-то слышит и видит, и его коллегам ничего не оставалось, как вызвать скорую помощь. Пристрастие Джимми к наркотикам привело к серьезным галлюцинациям, в результате чего он потерял рассудок. Следующие 3 года Джимми провел в психиатрической больнице, лечась от психоза. Беверли ни разу не навестила его за все время его пребывания там. По его ощущениям, Беверли стыдилась того, что ее муж – психопат. Через 3 года Джимми был убежден, что он полностью выздоровел и неоднократно просил о освобождении, но ему отказывали. Он устал от психиатрической лечебницы, которая, по его словам, больше походила на тюрьму, чем на центр психической реабилитации. Однажды ночью Джимми сбежал, так он и оказался на улице. Сначала он присоединился к уличной банде, которая воровала и продавала автомобили. Лидер банды, Марио, назвал его Джимми в честь своего покойного лучшего друга, на которого Джимми был похож. Джимми понравилось новое имя, и он решил сохранить его. 4 года спустя Джимми покинул банду после того, как один из ее членов был застрелен полицейскими во время неудачной операции по угону автомобиля. Затем он выживал на улицах, выпрашивая милостыню и выполняя грязную работу. Джимми признался Молли, что никогда о ней не забывал. Однажды ночью он даже посетил дом, в котором жил с Беверли, но не застал там ни Беверли, ни Молли. Он понял, что Беверли услышала о его побеге из больницы и, опасаясь, что он начнет ее искать, уехала вместе с маленькой Молли. В этот момент Молли упомянула, что помнит, как ее мама перевезла их в новый дом без какого-либо предварительного уведомления или объяснения. Это случилось, когда Молли было около 7 лет. Джимми рассказал, что Беверли, несомненно, было слишком стыдно рассказать дочери правду о том, что ее отец сошел с ума и сбежал из психиатрической лечебницы. Поэтому она была вынуждена солгать ей, что он погиб в результате несчастного случая. Однако один вопрос требовал ответа. Как Молли смогла узнать Джимми спустя 2 десятилетия? Молли объяснила, что до смерти Беверли она не находила ни одной его фотографии. Однажды утром после смерти матери Молли убирала квартиру и обнаружила на чердаке небольшой старый фотоальбом. Альбом был покрыт паутиной и пылью, скопившимися за долгие годы. Когда Молли открыла альбом, то была поражена, обнаружив, что он заполнен фотографиями ее родителей, сделанными с любовью. Это был первый раз, когда она увидела фотографию своего биологического отца. Молли всегда смотрела на фотографии, когда думала о своих родителях, особенно об отце, которого никогда не знала. И это был именно тот образ, который запечатлелся в ее памяти, который она узнала в тот момент, когда Джимми вышел из ванной, тщательно выбритый и вымытый. Джимми стал немного старше, но Молли инстинктивно поняла, что смотрит на мужчину на фотографиях, как только увидела его, несмотря на изменившуюся внешность. Она упала в обморок от шока, потому что всегда верила, что ее отец мертв, как и заставляла ее верить Беверли. Когда Молли закончила говорить, Джимми быстро подошел к ее кровати, сел рядом и крепко обнял ее. Джимми просто не мог сдержать слез. Всхлипывая, он сказал Молли, что всегда молился и верил, что однажды она вернется к нему. В конце концов, именно ее доброта и щедрое сердце в конечном итоге привели ее к нему. Молли тоже плакала. Это было такое эмоциональное воссоединение отца и дочери после более чем 20-летней разлуки. Дорогие зрители, что вы думаете
о воссоединении Молли и ее отца, не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.